кимкидук, кей-поп, игра в кальмара, дорамы, высокие технологии, автомобильные гиганты. Это все Корея. И я впервые приехала в эту страну, очень интересно посмотреть, что здесь есть. И начинаю знакомство с Сеула, со столицы. Пойдем? Южная Корея – страна, в которой традиции и современность гармонично идут рука об руку. Страна, покорившая весь мир своей культурой и технологиями. Страна, которая даже опытному путешественнику дарит целую палитру эмоций. От еды до природы, от дворцов до современной архитектуры. Все здесь ярко, самобытно и очень необычно. В этом видео я хочу поделиться своими первыми впечатлениями о Южной Корее и ее столице, городе Сеул. Ну что, начнем? Это будет незабываемо! И давайте для начала представлюсь. Я Катя, канал «Зачем я там была?». И если вы на него еще не подписались, подписывайтесь, будет интересно. Итак, первое впечатление от Сеула. Здесь в начале апреля, сегодня 9 апреля. Очень даже прохладно. Вот никак этого не ожидала. И когда смотрела перед поездкой прогноз погоды, для меня это было большой неожиданностью, что с утра и плюс 4, плюс 5, днем 14-15 максимум. Вот сейчас утро и так зябко. Так что да, имейте в виду, погода в апреле в Корее может быть непредсказуема. Может быть очень тепло, что хочется все с себя снять. Может быть ветрено, может пойти дождь. Обязательно проверяйте прогноз, прежде чем начинать собирать чемодан. Но какая бы ни была погода, в апреле в Корее, и в Сеуле в частности, невероятно красиво. Все цветет пышным цветом. Совсем немного мы не успели на сезон цветения дикой вишни. Вот эта вся аллея, наверное, еще неделю назад была просто обсыпана белыми цветами. Я представляю, как это было красиво, но несмотря на то, что вишня цвела, в Сеуле цветет все остальное, и поэтому я не могу сказать, что мы сильно расстроены, потому что все равно очень красиво. В Сеуле на каждом углу что-либо цветет. Наиболее часто встречаются кусты рододендрона. Фиолетовые, красные, малиновые, они сразу же повышают настроение. Кроме того, цветет багульник, азалия, слива, распускаются розы и пионы. Одним словом, выглядит все очень ярко и очень по-весеннему. Еще одно впечатление о Сеуле. Насколько здесь комфортно и приятно гулять. В отличие от многих азиатских городов, которые не всегда приспособлены для пешеходов, Сеул, если бы не расстояние, хотелось бы изучать именно пешком. Гуляя по Сеулу, невозможно не заметить, насколько тесно в этом городе переплетены современность и история. Сеул в целом очень современный город, но что примечательно, здесь органично сочетается современность и традиционная архитектура. Причем здесь нет таких сохранившихся старых кварталов, различные постройки, они старинные, они просто соседствуют с небоскребами. Одним из наиболее ярких примеров соединения современности и традиций являются королевские дворцы Сеула, расположенные в непосредственной близости от новых стеклянных многоэтажек и широких проспектов. Большое количество людей на территории этих дворцов, одетых в нарядные одеяния ханбоки, только подчеркивают синтез национальных традиций и современной жизни. На самом деле увидеть старину в Сеуле я почти не ожидала. Мне казалось, что в нем, как и в Токио, от старины не осталось и камня. И увидеть обратное стало для меня приятной неожиданностью. Еще одна вещь, которая на меня произвела впечатление в Сеуле, это сеульское метро. Я ожидала, что будет очень сложно в нем ориентироваться, как-то воспоминания о Токио. И, в принципе, когда я готовилась, мне казалось, что я однозначно потеряюсь, запутаюсь. Оказалось, все не так страшно, вернее, совсем не страшно. Ну и сейчас я вам покажу, что собой представляет сеульское метро. Так,
А вот так и выглядит вход в метро. Очень все просто. Никаких завитушек, никаких колонн и так далее. Для проезда на метро лучше всего приобрести транспортную карту Тимани. Ею очень удобно пользоваться и расплачиваться ею можно во многих местах. Пополнить карту можно только наличными, например, в магазинах 7-Eleven или же в автоматах, расположенных при входе в любую станцию метро. В отличие от, например, московского метро, метро в Сеуле особой культурно-эстетической роли не выполняет, но оно крайне функционально. В каждом вагоне установлены экраны с информацией. Остановки объявляются на нескольких языках, в том числе на английском, поэтому нужную станцию пропустить сложно. В сеульском метро очень длинные переходы, и часто в них располагаются торговые центры. Вот сколько мы идем, это все торговый центр в метро, в подземном переходе. Есть все, что хочешь. Можно перекусить, можно купить косметику корейскую. Какая прелесть. Обязательно хочу сделать шопинг. В общем, есть все на свете. И хотя я сказала, что в сеульском метро легко ориентироваться, это действительно так, везде знаки, но мы все равно умудрились несколько раз потеряться. Один раз поехали не в том направлении, в другой раз сели на экспресс-поезд, и он пропустил много остановок, в том числе и нашу. Поэтому будьте внимательны, смотрите, куда вам надо, а куда не надо, потому что любая ошибка в сеульском метро означает, что вы потеряете много времени. Несколько слов по поводу навигации по Сеулу. Когда готовилась к поездке, смотрела видео различных англоязычных блогеров YouTube, и они жаловались, что с этим есть большие сложности, Google карты не работают, корейские карты не всегда ими легко пользоваться. А на самом деле, да, Google карты не работают, но карты Maps.me просто показывают все, что надо показать. Иногда бывают сложности, когда вводишь адрес именно с номером здания, тогда не всегда он показывает корректно. Но достопримечательности, дорожки, тропы, вообще никаких проблем нет, поэтому скачивайте, если у вас нет карты Maps.me, и никаких проблем с перемещением по Сеулу у вас не будет. Особенность Кореи, Сеула, которая меня удивила, заключается в том, что здесь чрезвычайно популярно кофе, и никто и нигде не пьет чай. И кофейни здесь на каждом шагу. И вот у меня сейчас будет вторая чашка кофе в Корее. Сейчас попробую. Вот это прям вкусный кофе. До этого был неудачный. Когда я сказала, что кофейни в Сеуле повсюду, я не преувеличивала. Они буквально на каждом шагу. Есть крупные сетевые, есть совсем крошечные, где продают только кофе на вынос. Очень много стильных кафе, которые так и манят зайти. И за исключением всего одного случая, где бы мы ни пробовали кофе, он везде был вкусный. Ваше здоровье! Для меня стало откровением, что в Корее не пьют чай, а предпочитают кофе. Мне стало интересно, с чем это связано. Оказалось, что отказ от культуры чаепития произошел еще в средние века, когда начались гонения на буддизм. В Корее под чаем понимают в основном травяные напитки, либо напитки из кореньев. Вот и в магазине традиционных для нас зеленого либо черного чая нет. Еще немного по поводу размеров в Корее. Вот это у них называется regular size. В Москве бы это была бы кружка extra large, наверное, просто. Одна из особенностей кофейной культуры в Корее заключается в том, что у них в меню отсутствует традиционное капучино, но по факту кофе-латте, которое здесь продается, это вот наше капучино обычное. Но очень вкусное капучино. Вернее, латте. Мы идем к
зданию Заки Хадид, который спроектировал Зака Хадид. И проходим через какие-то нескончаемые ряды рыночные. Похоже, здесь идет оптовая торговля. Вон, например, куча различных кепок. Главное, что уже идем, наверное, минут 10, если не больше. И эти ряды, они не заканчиваются. Теперь становится понятным, на кого ориентирован этот рынок, потому что только сейчас было объявление на русском языке. Видно, весь Дальний Восток закупается именно на этом рынке. В Сеуле, в таком высокоразвитом технологичном городе, оказывается, тоже, как и в любом азиатском городе, есть улицы, которые посвящены отдельным продаваемым товарам. Вот мы проходили несколько улиц, где только сантехника продавалась. Сейчас мы идем по улочке, где одни магазины ювелирные. Золото, 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 дорого-богато. Еще интересная такая штука. Стоят зонтики у пешеходных переходов. В Сеуле может быть очень жарко летом. И чтобы люди не спарились, не сжарились, вот такие навесы им организуют. Сеул город очень большой. Здесь можно на метро ехать час, чтобы добраться до какой-то точки. И одна из особенностей этого города в том, что здесь нет одного четко выраженного центра. В Сеуле центров несколько, и каждый отвечает за какую-то отдельную часть. Например, Гангнэм, воспетый Псай. Это финансовый и деловой центр города. В Сеуле есть хипстерские районы, где можно найти различные креативные пространства, бутики и дорогие рестораны, районы с барами и клубами. Районы Мёндон или Инсадонг с их бесчисленными магазинами, кафе и сувенирными лавками – это главные центры туристической и, прежде всего, вечерней туристической жизни. Те, кому вечером захотелось побаловать себя корейским стритфуд, часто направляются именно на улицу Мёндон. Еда стала для меня одним из самых больших впечатлений от поездки. Я и раньше была знакома с корейской кухней, но вне Кореи оставалась к ней равнодушной. Зато на ее родине корейская кухня стала одной из моих любимых. Остаться голодным в Сеуле практически невозможно, но только если вы совсем не любите корейскую кухню. Кафе, ресторанчики, лавки с едой повсюду. В общем, мы решили, что у нас это путешествие будет больше фуд-трипом, поэтому мы, не успев приехать, уже едим во второй раз. Сейчас что-то такое скворчащее, бурлящее. Это суп с мясом, наверное. В общем, да, я думаю, будет все вкусно. В корейских ресторанах есть такая особенность. Если нужны приборы, то не стоит никого ждать, подзывать, а просто открывается ящичек у стола, и, пожалуйста, все здесь есть. Про еду в Корее можно говорить много и долго. Что непременно стоит попробовать, на мой взгляд, конечно, это корейское барбекю. Главная фишка корейского барбекю – самостоятельное приготовление мяса. Поэтому в ресторанах всегда есть столы со встроенным грилем. Большое количество закусок, которые в Корее подают к блюдам, называются панчан. Их состав может отличаться от заведения к заведению, но всегда среди них будет кимчи. Одна вещь, которая бросается в глаза в Сеуле, это то, что здесь практически нигде нет мусорок. Возможно, они встречаются в метро, либо у каких-то правительственных зданий типа мэрии Сеула, но в целом на улицах нигде их не увидишь, как и в Токио, например. И, наверное, это одна из причин, почему здесь в Корее не принято пить или есть на ходу, потому что потом просто придется с собой носить вот эти пакеты от еды, либо стаканчики.
Вот посмотрите на кадры, снятые в разных частях города. Везде очень чисто. Сеул – город с достаточно низким качеством воздуха, и за время нашего пребывания на телефон приходило оповещение о том, что город накрывает облако из мелкой пыли, и, пожалуйста, носите маски, даже на улице не занимайтесь спортом и так далее. Но по сравнению с Алматы, где смог настолько густой и плотный, он прям физически ощущается, здесь такого нет. Видно, конечно, что город окутан дымкой, но вот на мой взгляд, ничего такого критичного, опять же, по сравнению с Алматы, здесь нет. Чем меня Сеул просто покорил, это тем, что несмотря на то, что это огромный мегаполис, каменные джунгли, город при этом очень зеленый. Гармонично вписанные в урбанистический пейзаж парки, зеленые зоны придают Сеулу особое очарование. Вообще Сеул оказался на удивление комфортным городом для туриста. И что мне очень нравится, здесь крайне безопасно, можно спокойно гулять ночью, не ожидая, что кто-то на тебя нападет или что-то у тебя отнимет. А еще очень приятно, что ты не ожидаешь, что тебя обманут. И если заходишь, например, в какой-то магазин, либо в ресторан, где, например, нет цен, или на рынок, и спрашиваешь, сколько это стоит, ты не думаешь, не пытаешься мысленно подсчитать, сколько ты переплатишь. Это очень здорово, и это так расслабляет, поэтому сейчас, возвращаясь в Центральную Азию, наверное, будет сложновато. Корея просто рай для шопоголиков. Меня предупреждали, что лететь сюда нужно с полупустым чемоданом. Торговые центры здесь поражают масштабом, а большое количество местных интересных брендов, которые не представлены на западном рынке, побуждают к покупкам. Ну и куда же без корейской косметики? В Корею еще стоит приехать, чтобы закупиться корейской косметикой. Безумное количество марок и брендов. Какие-то я знаю, какие-то слышу, каких-то слышу впервые. Сейчас устрою забег по магазинам и думаю, карточка моя очень хорошо опустеет. Интересно, что все маски продаются в огромных упаковках, и одну штуку не всегда удается купить. По 10 штук, по 20 штук брать не всегда хочется. Чего только нет. Специальные патчи для подбородка, от межбровки, просто для лба. Под глазами-то понятно. Есть еще вот такие для груди, для сосков. Как вы видите, в магазинах корейской косметики можно потратить не один час. Что мне еще нравится в этих магазинах косметических, что стоит что-то купить, как тебе тут же надают огромное количество пробников. У меня уже, наверное, целый пакет их набрался. Это прям приятно. Что еще можно сказать про Сеул? Это живой, яркий, динамичный, открытый город. Здесь постоянно что-то происходит. Танцуют на улицах, играют в настольные игры, проводят концерты или организуют фудмаркеты. В Сеуле, как и в Греции, есть почти все. И даже столь дорогие для русского сердца «Березки» и «Пушкин» здесь тоже есть. Я провела в Сеуле 5,5 дней и не успела посмотреть и даже малой части того, что может предложить этот город. В общем, Сеул очень классный, и я не могу не сравнивать его с Токио, где была 4 года назад. И сейчас скажу крамольную мысль, которая, наверное, многим не понравится, но вот по моим ощущениям мне Сеул нравится больше, чем Токио. Хотя и Токио произвел впечатление, но в Токио я вернуться не хочу.
а в Сеул вернулась бы с удовольствием.